Хорошие новости! Это Realme 10 Pro Plus, и это самый сбалансированный смартфон за свои деньги прямо сейчас. Серьезно, у него нет ни одного прям супер критичного минуса, но справедливо и другое, у него нет ни одного выдающегося плюса, нет каких-то прям супер классных фишек. Я попользовался им ровно месяц, и прямо здесь и прямо сейчас расскажу вам, почему это лучшее предложение на рынке прямо сейчас. Realme 10 Pro Plus — это довольно дорогой смартфон, 37 тысяч официально за версию 12256. Это немало денег. Да, на распродаже с Али вы и за 25 тысяч могли его забрать, но реалии российской розницы таковы. И что вы получаете за эти деньги? Переименованный Dimensity 900 со слегка увеличенными частотами и названием Dimensity 1080. В Antutu версия 12256 набирает 526 тысяч баллов, что вполне себе неплохо. Но что это дает на практике, расскажу буквально через минуту. Зацените-ка этот цвет. Скучный синий и черный брать не хотел, понравилась сама идея этих переливов. Смотрите, внизу здесь такие блески, словно песок, а сверху лучики, и это, очевидно, солнышко. Ну, прям телефон-праздник. Но все это глянец, отпечатки видны сразу, да еще это и пластик, конечно же. Камер 3, пользоваться вы будете двумя, но хорошая из них только одна. И вот о чем речь. Про 2-мегапиксельный макро. Забудьте, он вам не нужен. Про 8-мегапиксельный ширик иногда вспоминайте, но только в очень хороших условиях. А вот основной модуль на 108 мегапикселей с апертурой 1.8 от Samsung HM6 неплох. И резкость хорошая, и цветопередача, и надписи читаемые. Хороший уровень, в том числе и ночью. Вот примеры. Дементор очень четко получился. Красавчик, да? Ну и динамический диапазон на хорошем уровне. С видео все сильно сложнее. 4К есть, но только 30 FPS. Поэтому вот вам пример записи 1080p 60 FPS. Картинка довольно четкая, но из-за отсутствия оптической стабилизации дерганая. То же самое и ночью. Фазовый автофокус справляется хорошо. В общем, все шикарно, если бы не зажали оптический стабилизатор. Лицевая часть. Мое почтение, всех хейтеров экрана водопада шлите на юг, потому что они, скорее всего, свой опыт транслируют со старых самсунгов. Ну зацените, как это классно выглядит. Телефон реально безрамочный. В чем основные претензии к экранам водопада? Конечно же, это искажение цветов, блики на вот этих изгибах, снижение яркости, утекание интерфейса и кнопок за угол и случайные нажатия. Искажение, яркость и блики присутствуют, это физика, ее, как известно, не обманешь. А вот с остальным прекрасно научились бороться. Android последних версий правильно распределяет интерфейс. Вот вы видите сейчас перед собой клавиатуру. Все в рамках дозволенного, ничего не утекает за угол. И вообще, печатать удобно, тянуться за угол никуда не нужно, все кнопки, весь интерфейс находится в нужном положении, ведь на самом-то деле изгибы здесь, ну, не настолько прям, чтобы огромные. Хотя вот вы видите вот это плавное перетекание света прямо сейчас. Выглядит забавно, но даже вот в таком режиме, вы видите, сейчас рука наложилась полностью на экран, но я могу спокойно продолжать листать, потому что это не опознается как касание. Но зачем же ставить такие дисплеи в смартфоны, если от них одни только проблемы, по сути-то? На самом-то деле, тут все крайне просто. Это красиво, это не как у всех, и это делает телефон реально безрамочным. Вот Realme 10 Pro Plus. AMOLED, диагональ 6,7 дюйма, разрешение Full HD+, 120 Гц. Некогда экраны с такими огромными дисплеями по праву считались кирпичами, а теперь это безумно тонкий, относительно легкий и компактный аппарат с тонкими рамками. Вы просто зацените эти рамки. Давайте, вот, прямо здесь и прямо и сейчас. По бокам ничего нет, очевидно, потому что экран водопад. Сверху и снизу, но здесь по 1,5 мм максимум. Дисплей занимает 90% полезной площади, даже учитывая вот эту немаленькую дырочку. Яркость 800 нит, шима практически нет, вот этот телефон, от которого у вас точно не будут болеть глазки, если раньше от AMOLED болели. Ну и здесь, вот что можно поругать, это Always On Display, он выключается буквально за 10 секунд, то есть он бесполезен. Что приятно, 120 Гц реально работают. Перед вами Standoff 2, смартфон выдает положенные 120 FPS без просадок и фризов на самых максимальных настройках графики. При этом не нужно, как в Xiaomi, постоянно париться с настройками питания. Нагрев не превышает 37 градусов. Для проверки реальной производительности и нагрева используем Tanks Blitz. Настройки максимальные, за исключением HD текстур. И вот здесь у Realme 10 Pro Plus при выбранном режиме 120 FPS
Выше 60 кадров получить не удалось, при этом FPS держится стабильно, играть комфортно, нагрев после первого матча составил 35,5 градусов. Это очень комфортный смартфон для игр, он вообще не греется и не тротлит, вот вам тест. И да, пусть он не вытащит Genshin Impact какой-нибудь на самых максимальных настройках, но при этом игры такой средней тяжести он будет воспроизводить на максимальных настройках и при этом не будет обжигать ваши пальцы. В руке Realme 10 Pro Plus лежит неплохо, хотя тут на любителя он тонкий, легкий и узкий. Для моей большой ладони все окей, но лучше перед покупкой примериться. Возможно, телефоны с плоскими гранями, как этот Vivo V25, вам подойдут больше, это очень субъективный параметр. А вот объективный. Батарея в телефоне на 5000 мАч, и с учетом большого дисплея и среднего по мощности процессора, PC-Mark Realme набрал 18 часов, это очень много, это очень хороший показатель. Но что толку от этого? К концу дня бывает остается и по 40% заряда, но его все равно приходится ставить на ночь на зарядку. И зарядка, кстати, комплектный блок на 67 Вт, что очень даже круто, и на зарядку уходит 48 минут. Как видите, я стараюсь обходиться без воды и экономлю ваше время. А значит, я надеюсь, что заслужил лайк, ведь время — это самое важное, что у вас есть. И звук. Звук — это очень важно в смартфонах, жаль, что этого не совсем и не всегда осознают производители, и вот в этом телефоне звук стерео, и он вполне себе неплох. Звук действительно неплохой, но упор делается именно на громкость, поэтому в самой максимальной точке он шипит, шуршит, здесь больше высоких, но это окей, как вы слышали, звучит вполне себе нормально. Но здесь есть сверхвысокий режим, то есть когда громкость доходит до 100%, вы можете клацнуть на кнопочку увеличения звука еще разок, у вас будет 200%. Звук реально становится еще громче, но его качество прям совсем не очень. Для каких-то аудиокниг и прочего, когда нужно прям очень громко что-то расслышать, это супер крутая тема. Как думаете, сколько мегапикселей можно было уместить в эту, ну не такую уж и миниатюрную дырочку? 16. Тест качества селфи-камеры Realme 10 Pro Plus и заодно качество записи на микрофон, то есть качество записи голоса, и выглядит картинка неплохо, но прям сильно поддергивается. Но это большой минус. Но тем не менее, в принципе, подснять себя каким-то образом можно. Ценю ваше время, поэтому все остальные характеристики, которые не проговорил, у вас на экране, чтобы вы их не искали по интернетам. А пока вы их изучаете, давайте-ка сделаю вывод, собственно говоря. Дисплей отличный, стереозвук, динамик снизу, динамик сверху, это топчик. Не самая большая производительность, но низкий нагрев и отличные показатели в играх. Последняя версия Android, отличные фотовозможности, причем и днем, и ночью. Ну и быстрая зарядка, прекрасная автономность. Но самое удивительное — это разброс цен на этот телефон. За 37 тысяч телефон хороший, а за 33 и меньше — это прямо-таки топ. На этом все, телефон реально огонь, и, наверное, это первый Realme на моей памяти, который мне вот прям по-настоящему понравился, который я буду вам рекомендовать. На этом, собственно, все. Не забудьте ставить комменты, писать лайки и подписывайтесь на мою группу в Telegram. До самых скорых встреч.